Это удалось сделать быстрее, чем ожидали эксперты, быстрее, чем ожидал МВФ и даже быстрее, чем ожидал я. Но с другой стороны, есть тоже такое мнение, что это все ерунда. Здравствуйте, Евсей Томович. Ну, я начну с такого, может, тривиального вопроса. В начале нулевых годов, практически до кризиса 2008 года, российская экономика росла достаточно высокими темпами. Ну а потом уже после кризиса картина менее розовая. Как вы эту проблему видите? Это вообще возможно вернуть таким темпам? А если невозможно, то почему невозможно? Да, Марк, спасибо за вопрос. Это действительно очень важная проблема. И главное здесь, что принимать за нормальный темп роста. Если мы примем, что до кризиса 2008-2009 года у нас был нормальный темп роста порядка 7%, а сейчас он снизился, то это одна картина. Прошу прощения, что пробиваю, но я понимаю, что многие политики в это бы хотели верить. Они верили в это, не только хотели. И на самом деле эта картина совершенно неверная. То есть в тот период мы оценивали и мы смотрели, скажем, оценки Мирового банка. Из 7% роста того периода примерно 3% были за счет внешних факторов. Это быстрый рост цен на нефть, первое. И второе, это меньше люди знают, меньше обращают внимание, но это тоже было важно. Как раз в 2000-е был бум притока капитала на страны с формирующимися рынками. Как раз в районе 2007-2008 года был достигнут, по-моему, рекордный уровень за все время наблюдения. Это касалось не только России, но в частности выиграла и Россия. И эти факторы внешние, временные, они дали по оценкам нашего Мирового банка примерно 3% роста из 7. Остается 4% роста. Из этих 4, 1,5-2% были связаны с тем, что у нас были неиспользованные производственные мощности, после кризиса 90-х годов остались. У нас была безработица в начале этого периода больше 10%. Соответственно, можно было быстро находить рабочую силу и, соответственно, не такие высокие требования по зарплате. Кроме того, некоторые механизмы строились с нуля, например, ипотечное кредитование. Если учесть эти факторы, то есть свободные мощности производственные, незагруженные рабочие руки и разовое введение в действие новых механизмов, то это давало еще 1,5-2%. Остается тогда рост на 2-2,5%. Это был наш заработанный рост, который соответствовал нашим реальным условиям. Но здесь вступило в действие то, что называется ресурсное проклятие в его российском варианте. То есть то, что наблюдаемый рост в 7%, он был намного выше мирового и выше большинства формирующихся рынков, кроме Китая. Рост доходов населения был вообще умопомрачительный, он в несколько раз опережал темпы роста производства. Это сыграло злую шутку, то есть руководство решило, что все сделано, что нужно для роста экономики, можно дальше реформы не проводить, а теперь главное это контролировать экономику, передавать все большую ее часть под контроль государства, усиливать контроль бизнеса, кое-где где можно изымать то, что называют административную ренту. И дальше усилия переключились с создания условий для бизнеса на контроль этого бизнеса. Соответственно, сейчас по сравнению с тем периодом, что мы видим, счастливых факторов
уже нет, а есть некоторые негативные. Демографический тренд. Если бы мы не повысили пенсионный возраст, вычитало бы из роста 0,4-0,5% ежегодно. Повышение пенсионного возраста, по нашим оценкам и по оценкам Мирового банка, большую часть, но не полностью, из этого компенсировал 0,3-0,4%. Может, сейчас остановимся на демографическом факторе. Мне кажется, что это очень принципиальный фактор, учитывая опыт разных стран. Рост производительности труда, он не в состоянии закрыть эту дыру, связанную с сокращением количества населения в трудоспособном возрасте. И как здесь вы видите перспективу для России? Потому что, как я понимаю, этот компенсационный характер пенсионной реформы, он тоже на какое-то время. Да, но я думаю, что необходимость обсуждать следующее повышение возникнет не раньше 2035 года, может быть, между 35 и 40. Но, во-первых, у нас все равно остаются проблемы, состоящие в том, что у нас дефицит будет работников в молодом и среднем возрасте, а пенсионная реформа приводит к тому, что на рынке появляется больше работников старшего возраста. Исследования показывают, что они не полностью взаимозаменяемые. Остается поэтому проблема, поэтому все равно... Структурного характера, да, остается проблема первая. Второе, у нас сейчас для роста на 1,5-2% более или менее достаточно рабочей сил, но если мы вдруг каким-то образом можем обеспечить более быстрый рост, выше 3% ВВП, то тогда рабочая сила опять выйдет на первый план, ее нехватка, дефицит. Соответственно, для того, чтобы существенно расти, нам, кроме всего прочего, нужно на минуточку построить новую модель роста. Потому что та модель роста, которая действовала в 2000-е годы, она исчерпала себя еще тогда и больше не работает. Даже если бы сейчас цены на нефть опять стали расти, как тогда, даже в этом случае мы не могли бы повторить тот золотой век, тот бум производства, который был. Ну, понятно, это очень важно, что вы сказали. Новая модель роста, это звучит красиво. Но в чем она, в случае России, в чем она должна заключаться, эта новая модель? Та модель роста, которая была в 2000-е годы, ее можно назвать экстенсивной. То есть там главная задача была увеличить производство, поскольку был бум спроса, остальное было вторично. А сейчас задача стоит в том, чтобы добиться интенсивного производства, то есть не то, чтобы есть один завод, построить второй и третий такой же, а в том, чтобы повышать производительность труда. Вот сейчас у нас поставлена задача довести долю предприятий, которые занимаются инновациями, до 50%. Не все это знают, но у нас эта доля, она начиная с 2000 года, последние данные 2016 года, за все это время она примерно на одном уровне. 19-20, да? Где-то... Нет, порядка 10%. В 2000 году она составляла 10,3, сейчас примерно 9,5, даже чуть ниже, а в других конкурирующих с нами странах это 20-30, даже там в Турции, Польше и так далее, 20-30 и больше, то есть в несколько раз она выше. Вот нам нужно осваивать новые технологии. Для этого нужны новые стимулы, усиление конкуренции, снятие барьеров на пути рынков, но, само собой, повышение защищенности собственности, и что-то нужно делать с государственным сектором, поскольку это одна из наших проблем. То, что привело к снижению такого базового нашего темпа роста с 2-2,5%
которые были в 2000-е, до 1,5-2, которые сейчас. Рост государства, его доля, по оценкам Академии народного хозяйства, увеличилась примерно в 1,5 раза. Примерно с 30% в начале 2000-х до примерно 45% сейчас. И это... No, Instytut Gajdara там показывает даже чуть больше, около 50 показывает. Ну вот... Там есть колебания, да, падение цен на нефть. Там доходило примерно до 50, потом чуточку снизилось, сейчас примерно 45, но в принципе вот примерно 1,5 раза увеличилась доля государства, да, и в работах Академии народного хозяйства, и в недавних работах МВФ, и в других исследованиях показано, что государственный сектор менее эффективен, чем частный, поэтому нужно либо каким-то образом заставить государственный сектор работать более эффективно, либо сокращать его долю, либо и то, и другое. Но и я считаю, что здесь 3 фактора. Мы говорили о демографии, второе – это рост государства, и 3-й фактор – это санкции. Я думаю, что вот примерно 0,1 вычитает демография, 0,2% роста вычитает санкции, еще 0,2% примерно, как минимум, вычитает огосударствление. В принципе, благодаря этому мы скатываемся с 2,5% базового роста тогда до 1,5-2 сейчас. И, честно говоря, я не вижу, за счет чего мы можем выйти на уровень даже 3%, не говоря о том, чтобы превысить среднемировой темп роста. Хорошо. Вы здесь назвали фактор санкций. В чем вы лично на сегодняшний день, возможно, оставим в стороне там, как бы влияние санкций 2014-2015 год, прежде всего финансовый сектор, сегодня, завтра, в чем санкции вредят российской экономике? Но есть краткосрочный эффект и долгосрочный. Краткосрочный эффект санкций сейчас состоит, во-первых, в ограничениях на приток капитала, то есть для многих инвесторов российские активы стали токсичными. Они боятся, что из-за инвестиций в Россию могут попасть под санкции регуляторов США и Европы, и поэтому отказываются от этого. Соответственно, это сокращает приток капитала. Особенно у нас сократились прямые иностранные инвестиции. Дальше, конечно же, если говорить о более далекой перспективе, то сокращаются возможности для притока современных технологий. И это главный канал как раз повышения эффективности. И обычно это самым популярным, самым важным каналом притока современных технологий служат прямые иностранные инвестиции. Они сейчас очень сильно упали. На некоторые виды новых технологий есть прямые ограничения, санкционные, но даже там, где нет прямых ограничений, все равно меньше приходит из-за опасения санкций и повышенных макроэкономических рисков, меньше приходит прямых иностранных инвестиций, меньше технологий. Поэтому и в краткосрочном, и в долгосрочном плане это не смертельно, но это очень чувствительно. Ну и не менее важна наша реакция на санкции. Конечно, некоторые отрасли выиграли, сельское хозяйство выиграло в краткосрочном плане от запрета импорта продовольствия. Кубанские яблоки, например. Да. Вот. Но в целом экономическая политика разворачивается не в сторону интеграции в мировую экономику, а как раз в сторону того, как прожить без мировой экономики. Это бесперспективная политика, поскольку, я не знаю,
примеров успешных экономик, которые развивались на началах автаркии изолированными от внешнего мира. Значит, вот мы, к сожалению, из-за санкций сейчас дезинтегрируемся из мировой экономики, поменяли курс правильный, перспективный, который был до 2014 года. Спасибо большое. Это, мне кажется, очень интересный разговор и полезный для понимания главных макроэкономических тенденций. Евсей Томович, я как бы принял эстафету от Александра Александровича Аузана. Кому вы собираетесь передать? Я бы поговорил с главным экономистом Мирового банка по России Апурва Санги. Спасибо. Спасибо, Марек.